Рост австралийской валюты на фоне публикации данных по занятости и другие события сегодняшнего дня уже сейчас в нашем выпуске. Здравствуйте, с вами Константин Стародуб. Курс доллара остается устойчивым против корзины основных валют в четверг, чему способствовали более высокие долгосрочные доходности казначейских облигаций США на фоне улучшения аппетита к рисковым активам, хотя сохраняющаяся обеспокоенность в связи с торговыми отношениями между США и Китаем оказывает некоторое давление на доллар. Прирост доллара был ограничен против евро, учитывая масштаб роста доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая со 2 марта поднялась более чем на 5 базисных пунктов. Доллар начал восстанавливаться, особенно против иены, с ростом дифференциалов доходности облигаций США в этом месяце. Иена также в некоторой степени отреагировала на встречу между США и Японией, на котором Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абе договорились активизировать торговые консультации между двумя давними союзниками. Австралийский доллар снизился, но вскоре вернул утраченные позиции после публикации данных по занятости в Австралии, которые оказались слабыми, даже несмотря на то, что безработица в марте осталась на прежнем уровне – 5,5%. По данным Австралийского бюро статистики АБС, занятость в Австралии выросла на 4,9 тысячи человек в сезонно скорректированных условиях, что не оправдало ожиданий увеличения на 21 тысячу человек. Безработица в настоящее время удерживается на уровне 5,5% в течение 3 месяцев подряд, все еще значительно выше уровня 5%. Многие считают, что ей нужно будет упасть до того, как начнется наращивание зарплаты. Новозеландский доллар вырос после выхода данных по инфляции за первый квартал 2018 года. Индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале 2018 года увеличился на 0,5%, как и прогнозировалось, после роста на 0,1% в четвертом квартале 2017 года. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,1%, что также соответствовало ожиданиям, но рост оказался ниже предыдущего значения 1,6%. Инфляция в Новой Зеландии в первом квартале соответствовала ожиданиям, поскольку более высокие цены на сигареты и табак были компенсированы более дешевыми расходами на высшее образование. Резервный банк уполномочен поддерживать ежегодную инфляцию в среднем от 1 до 3% в среднесрочной перспективе с уделением особого внимания среднему значению. Тем не менее, инфляция оставалась упрямо слабой, а Центральный банк сигнализировал, что официальная денежная ставка, вероятно, останется на рекордно низком уровне 1,75% на протяжении значительного периода, учитывая отсутствие инфляционного давления. Сегодняшние данные вряд ли поменяют эту точку зрения. Торговая сессия сегодня ожидается без каких-либо серьезных запланированных новостей. С вами был Константин Стародуб. Всем желаю успешных сделок.